Друзья, сегодня я вам покажу, как сделать выкройку модного топа бюстье или корсета майки с квадратным вырезом. Итак, приступаем к работе. Для работы я беру свою выкройку основу облегающий лиф. Вы также можете ее использовать, она есть на сайте нашей школы. Выкройка лифа создана мною для эластичных материалов и уже имеет припуски. Поскольку мы с вами будем создавать выкройку для топа из нестрейчевых тканей, припуски не срезаем. Для удобства я буду делать все в масштабе. Итак, приступаем. Из вершины нагрудной выточки проводим линию груди. Из вершины талиевой выточки проводим линию вверх. Нагрудную выточку продлеваем к новой точке. Проверяем расстояние до центра груди. Оно равно у нас 9 сантиметрам. Для 42 размера все верно. От линии горловины вниз откладываем желаемую глубину выреза. Я отложила 11 сантиметров. Провожу вспомогательную линию и продлеваю линию вверх. И от новой точки откладываю 3 сантиметра в сторону бока. По линии плеча убираем полсантиметра и сделаем ширину бретели 2,5 сантиметра. Проводим вспомогательную линию, соединяем эти точки. От проймы вниз опускаемся на 2 сантиметра. Новая линия проймы будет у нас проходить вот таким образом. Теперь от новой линии проймы мы отмеряем ширину бретели 2,5 сантиметра. Опускаемся вниз, доходим до этой точки. Теперь сделаем закругление горловины. Здесь у нас расстояние 3 сантиметра. Поднимаемся также на 3 сантиметра вверх и делаем красивое закругление. Обязательно сделаем дополнительную выточку для лучшего прилегания. От линии влево и вправо отложим по полсантиметра. В общей сложности выточка получается 1 сантиметр. Сводим к центру груди. Также рекомендую сделать выточку на бретели с расстоянием полсантиметра. На внутренней части бретели отмечаем полсантиметра и сводим эту выточку на 0 к пройме. Обозначу поярче выточки. Линия горловины у нас готова. Переходим к нижней части выкройки. Продлеваем линию вниз и ставим желаемую длину корсета. Я сделаю 6 сантиметров. Проведем вспомогательную линию под прямым углом. Отмечаем ширину центральной детали по модели. Я сделаю 5 сантиметров. Проводим линию через новую точку. Эту новую линию немного закругляем для лучшего прилегания, аналогично как на выкройке основе, на 0,3. Итак, центральная деталь переда у нас готова. Талиевая выточка выкройки основы составляет 3,5 сантиметра. Мы распределим ее на 2 выточки между двумя деталями. Первая выточка у нас будет 2 сантиметра. Отложили. Проводим прямую.
И откладываем ширину второй детали. У меня это 5 сантиметров. Обозначу выточку поярче. Отмечаю вторую выточку глубиной 1,5 сантиметра, то есть 3,5 сантиметра талиевой выточки мы разбиваем на 2 и 1,5. Из проймы проводим модельную линию вниз. Здесь расстояние у нас 6 сантиметров, по пройме 4. Переносим это значение сюда и соединяем точки. Обозначим выточку. Оформляем нижний срез по желанию и по модели. Я опустилась здесь на 4 сантиметра ниже талии. И на этой детали мы также должны отмерить 4 сантиметра вниз для правильного сопряжения деталей. Обведу поярче наши новые детали. Нагрудная выточка у нас потом закроется. Вот что у нас получилось. Вырезаем детали выкройки. Итак, детали переда у нас готовы. Переносим их на новый лист бумаги. Перевели и видим, что у нас на выкройке образовались острые углы после закрытия нагрудной выточки. Значит, нам по линии груди нужно округлить линии. На этой детали закругляем, добавляем. На этой также. Здесь на пару миллиметров добавляем, здесь срезаем. Проверяем, ровная ли у нас линия бретели. Подписываем детали. Переходим к спинке. Продлеваем линию в сторону бока и отложим на ней 3 сантиметра. Соединяем точки. Проведем вспомогательную линию от проймы. Делим эту линию пополам, опускаем линию вниз. И наши добавленные 3 сантиметра переходят сюда. По 1,5 сантиметра в обе стороны от линии. Соединяем точки. Обозначу контур новых деталей спинки. По линии плеча заложена выточка 1 сантиметр, но мы ее не будем задействовать. Откладываем по плечу внутрь 5 миллиметров. В моей выкройке бок спинки немного короче бока переда для лучшей посадки эластичных изделий. Поскольку мы с вами делаем выкройку не для сетки и кружева, а для более плотных тканей, я беру боковую часть переда и сверяю с боком спинки. И у нас получились детали одной длины. Выводим пройму спинки вот так. Здесь 0,5 и приходим на 0. Прикладываем плечевой срез переда, бретель к плечу спинки. И отмечаем ширину бретели 2,5 сантиметра. И продвигаемся вниз, откладывая 2,5 сантиметра. От линии талии вверх отмеряем желаемую высоту спинки. Я сделаю 22 сантиметра. Проводим линию под прямым углом к центру спинки. Проводим вспомогательную линию. Закругляем вырез. Проводим линию вверх. Вырезаем детали спинки. Подписываем. Выкройка майки-корсета готова. Если вы будете делать спинку на шнуровке, отложите от середины спинки внутрь желаемое количество сантиметров. Сколько? Это зависит от вашего желания и модели. Изначально спинка у нас идет под молнию. Если делаете шнуровку, вот эту часть срезаете. Вот так просто убираете эту часть спинки. И здесь у вас уже будет шнуровочка.
Вот такие детали кроя у нас получились. Обязательно добавьте припуски на швы. Вот такой замечательный результат у меня получился. Выкройку такой майки-корсета вы можете сделать на основе любой прилегающей выкройки. А также можете приобрести выкройку прилегающего лифа на сайте нашей школы шитья. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.